Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германию сегодня газ поступает не по трубам, а его везут на танкерах. Страна почти полностью перешла на СПГ – сжиженный природный газ. Это уже чувствуют и предприятия, и обычные семьи, то есть мы с вами по нашим коммунальным счетам. Фридрих Мерц говорит, что сейчас безопасность важнее цены, а Урсула фон дер Ляйен в ЕС продвигает отказ от старых поставок. И это еще не все. Сейчас в Германии звучит фраза, что страна беднеет. То есть сегодня статистика показывает рост числа людей у границы бедности. И эти цифры на самом деле вызывают тревогу у многих из нас. Но если разобраться, то становится ясно, что одни реально теряют покупательную способность, а других эта же статистика просто делает бедными на бумаге. И напоследок, сегодня в Германии пенсионеры платят за жизнь дороже всех. Продукты, лекарства, транспорт съедают пенсии быстрее, чем она увеличивается. Пожилые люди начинают экономить на еде и на медицинских услугах, потому что возможностей выбора у них становится все меньше. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в последние годы Германия активно перестраивает свою систему газоснабжения. Страна почти полностью отказалась от российского трубопроводного газа и делает ставку на СПГ. Это сжиженный природный газ, который привозят танкерами из других регионов мира. Сегодня такой переход – это на самом деле целая история затрат, договоров, международной политики и реальной экономики. Хочу вам кратко объяснить, что СПГ, сжиженный природный газ, это газ, который охлаждает до жидкого состояния, чтобы удобно перевозить на большие расстояния морем. В 2025 году в Германии установила рекорд по импорту СПГ. Объемы поставок через морские терминалы достигли, внимания, около 106 тераватт-часов, что выше прошлогоднего показателя, а доля СПГ в общем импорте растет. Такой подход позволяет диверсифицировать поставки. Например, Германия получает СПГ из США, Катара и других стран. Почти весь импорт СПГ в 2025 году пришелся, кстати, на США. Сразу скажу для справки, что на ЕГАЗ пришлось около 96% общего объема поставок в Германию. И это, кстати, на 60% больше, чем годом ранее. За такую энергию Берлин заплатил 3,2 миллиарда евро, тогда как в 2024 около 1,9 миллиарда евро. Хочу также ответить вам на вопрос, который интересует многих из вас, почему же этот газ не стал дешевым. Итак, внимание, первая причина – это логистика и технологии. Производство СПГ, его сжижение, перегрузка на танкеры, доставка по тому же океану и регазификация в Германии – все это дорогие операции. И еще я поднял информацию, и оказалось, что сейчас доставки СПГ сжиженного природного газа по немецким терминалам обходятся дороже, чем в других странах северо-западной Европы, а сама регазификация стоит на 80-86% выше, чем у соседей. Вторая причина связана с изменением внешнеэкономического курса. Германия и ЕС отказались от прямых поставок российского трубопроводного газа после 2022 года, а сейчас ЕС планирует полный запрет на его импорт к 2027 году. Именно это сократило объемы топлива, которое раньше было одним из самых дешевых и стабильных для немецкого рынка. Еще важный момент – это структура самих договоров. Танкерные поставки привязываются к международным ценам и контрактам, которые часто защищают продавца от колебаний рынка. Это выгодно экспортерам, например, тем же американским компаниям, которые наращивают мощности СПГ, но при этом, как вы понимаете, менее выгодно самой Германии, где промышленность и бытовые потребители, то есть мы с вами ощущаем высокие счета. Приведу сразу пример из жизни. 52-летний Петер из Гамбурга, владелец небольшой мастерской по ремонту мебели, рассказал в интервью, что за последние годы его счета за газ для отопления и горячей воды выросли значительнее, чем сами доходы мастерской. Вначале он думал, что это временно, но теперь понимает, что Германия платит за СПГ, даже когда газ мог бы поступать по трубам дешевле. Переход на СПГ должен был обеспечить энергобезопасность, но очевидно сегодня, что подорожал именно энергоноситель. Для крупной промышленности Германии сжиженный газ сегодня – это более предсказуемый, но и более дорогой ресурс по сравнению с трубопроводным. Хотя СПГ дает возможность диверсификации поставок и снижает те политические риски, он остается все-таки существенно дороже в пересчете на мегаватт-час, чем тот же российский газ в период до 2022 года. Фридрих Мерц в своих публичных выступлениях в январе подчеркивал, что Германия должна обеспечить энергетическую безопасность и независимость, даже если это стоит дороже сейчас.
Он считает, что диверсификация поставок поможет нам избежать зависимости от отдельных стран, которые могут использовать энергетику как способ влияния. В то же время Урсула фон дер Ляйен в ЕС говорит о долгосрочных целях перехода на более устойчивые и менее зависимые источники энергии, в том числе о более широком развитии СПГ инфраструктуры. Но при этом Брюссель делает оговорку, что такая стратегия должна сочетаться с переходом на возобновляемые источники и снижением потребления газа вообще. Следующая новость, одна из самых важных. В Германии в последние месяцы от некоторых политиков все чаще звучит фраза, что страна становится беднее. Это формулируется эмоционально, а часть людей действительно ощущает снижение уровня жизни. Но если посмотреть на цифры и логику, окажется, что за громкими словами часто стоит статистическая просто путаница, а не объективное падение уровня жизни. По данным Федерального статистического ведомства Германии в 2025 году около, внимание, 13,3 миллиона человек имели доход ниже так называемой границы риска бедности. Сразу объясню вам, что это менее 60% от среднего дохода после налогов и отчислений. И это 16,1% всего населения, то есть даже больше, чем в 2024 году. Но хочу забежать наперед и сказать, что сама по себе эта цифра 16,1% не показатель того, что люди стали беднее по реальным доходам или что экономика рухнула. Следите внимательно за моей мыслью, я постараюсь объяснить, как работает этот индикатор. Он показывает именно относительную бедность, то есть кто из нас с вами получает меньше, чем другие, а не меньше, чем раньше в абсолютном выражении. Если средний доход в Германии растет, пусть даже медленно, то для части людей порог бедности тоже смещается вверх. Ваши реальные доходы могут оставаться на том же уровне, например, пенсия 1300 евро, но они оказываются сегодня ниже новой средней линии, так как кто-то из других граждан просто-напросто начал зарабатывать больше. Это распространенная статистическая особенность, которую используют и исследовательские центры, и, кстати, участники общественных дискуссий. Давайте пример из жизни. 42-летний Филипп из Кёльна работает в розничной торговле. Его зарплата по контракту за последние 2 года выросла на небольшую премию. Но после инфляции покупательная способность особо и не изменилась. Когда Филипп посмотрел на данные о бедности, он сначала испугался. Вроде бы все его знакомые, коллеги по работе в той же ситуации. Но когда он сравнил свои реальные расходы на еду, аренду и транспорт с 5 годами назад, цифры оказались сопоставимы, так как он также стал получать немного больше. И здесь он понял, что проблема не в том, что он стал беднее, а в том, что меняется средний уровень дохода по всей стране. Еще один пример. 29-летняя Лена из Дюссельдорфа, работающая в IT-компании. Она получает зарплату выше среднего, но далеко не в топ-сегменте. В ее окружении растут ожидания карьерного роста, жилья и безопасности. Когда она читает о бедности Германии, она мыслит категориями своего круга и думает, что бедность действительно растет, хотя ее собственный доход реально не падает. Именно поэтому статистическая критика такого подхода есть уже давно. Таким образом, мы с вами понимаем, что относительные показатели бедности больше отражают неравенство, а не общее ухудшение экономики. Например, если все доходы Германии все-таки увеличатся, но богатые получат еще больше, то число людей ниже порога тоже может увеличиться без реальной бедности как таковой. Сегодня с экономической точки зрения ситуация Германии неоднозначна. Рост ВВП, вы знаете, остается близким к нулю или минимальным. Цифры показывают 0,2% роста в 2025 году после нескольких лет стагнации. При этом Германия остается одной из крупнейших экономик мира. Я напомню, третья по объему ВВП после США и Китая. Фридрих Мерц отмечает, что важнее стимулировать рост заработных плат и инвестиций в рабочие места, чем опираться на относительные показатели. Если же мы с вами посмотрим сейчас на ситуацию, то видим, что Германия действительно сталкивается с вызовами, например, медленным ростом, демографией и перераспределением доходов. Но утверждать, как делают некоторые авторы, что страна в целом обнищала, можно только если учитывать, как именно считаются статистические данные и что они на самом деле показывают. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии большое число пенсионеров вынуждены экономить, потому что их доходы не успевают за ростом цен на повседневные расходы. По данным опроса, более 80% пенсионеров признали, что им приходится жить скромнее, чем они рассчитывали до выхода на пенсию. Многие недооценивали налоговые вычеты и обязательные расходы, и теперь это отражается на бюджете каждого месяца.
В супермаркетах пенсионеры платят больше всех именно по доле расходов от своего дохода. Например, 72-летняя Келька из Дармштадта рассказала, что продукты, которые она покупала всю жизнь, молоко, хлеб, мясо, подорожали на 20-30% за последних несколько лет. Когда пенсия после всех вычетов составляет около 1200 евро в месяц, Келка вынуждена выбирать между свежими продуктами и оплатой коммунальных счетов. Для нее сейчас покупка 2 килограммов мяса – это уже ощутимая статья расходов, а не мелкая трата. Счета на медикаменты стали второй большой статьей переплат. Германия, вы знаете, обязывает пенсионеров иметь обязательную медицинскую страховку, но часть лекарств, особенно для хронических заболеваний, остаются частично на самих пациентах. 68-летний Вольфганг из Бремена, который живет с диабетом, отметил, что за лекарства и тест полоски уходит почти 150-180 евро в месяц. И это без учета визитов к врачу. Если мы с вами посмотрим более шире, то увидим, что в Германии пенсионеры живут в системе, где официальные показатели инфляции и рост пенсий не полностью отражают подорожание повседневных товаров и услуг. Именно это приводит к тому, что люди пожилого возраста платят больше не только за продукты, но и за здоровье, транспорт и бытовые услуги, то есть именно там, где у них меньше возможностей экономить. На этом пока все. Спасибо за просмотр.